Привет! Летом 2019 года, после долгожданного обновления самого популярного фитнес-трекера от Xiaomi, компания Huawei решила не отставать и представила обновленную версию своего браслета Honor Band 5. И сегодня мы посмотрим, что из себя представляет этот браслет, частично его сравним с Mi Band 4, но я расскажу про несколько полезных фишек, которых нет в стандартном функционале. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Начнем с комплектации. В стандартной картонной коробке, кроме самого браслета, лежит только инструкция и мини-док-станция для зарядки. Она удобная, для подзарядки не нужно доставать браслет из ремешка, просто защелкиваем зарядку и все, в отличие от того же Mi Band 4, где каждый раз для зарядки браслет нужно вытаскивать. Дизайн Honor Band 5 ничем не отличается от своей прошлой версии Honor Band 4. Это такой же изогнутый браслет с большим кружочком сенсорной кнопки под экраном. Вот если честно, кружочек этот, конечно, мне не очень нравится. Добавляет внешнему виду какой-то немного китайщины, на мой взгляд, ее можно было сделать и поменьше. Экран выполнен по технологии AMOLED, размер 0,95 дюйма с разрешением 120 на 240 точек, и к нему претензий особо нет. Яркий и сочный экран, отдельных пикселей, ну ладно, чуть-чуть видно, но не сильно. На солнце читается неплохо, и здесь с Mi Band 4 полный паритет, по качеству дисплея они одинаковые. Как, впрочем, и по качеству защитного стекла. Оно довольно быстро царапается, так что ходить нужно аккуратно, ну или клеить пленку. Ремешок сделан из силикона с классическим креплением. К тому же на застежке есть специальный выступ, чтобы этот ремешок в застегнутом состоянии не выскакивал. И вот за ремешок респект. Он, по мне, удобнее, чем тот же ремешок у Mi Band 4. И, конечно, на AliExpress есть куча сменных ремешков. Ссылки оставлю на всякий случай в описании. В Honor Band 5 предустановлено 9 видов тренировки, из которых только 6 действительно разных, а пункты свободная тренировка, эллипс и гребной тренажер это по сути является одним пунктом, так как различий между ними и нет. Ну и конечно, как и на Mi Band 4, во время тренировки свернуть ее никак нельзя, к примеру, для управления музыкой с браслета. А оно тут с недавним обновлением появилось, на самом старте ее не было. Можно переключать треки, регулировать громкость, и ставить плей-паузу. Также показывается название трека. В общем, все то же самое, что на Mi Band 4 было с самого начала. Но хорошо, что в Honor все-таки не забыли про пользователей и чуть-чуть допилили. Возвращаемся к тренировкам. Одну и ту же прогулку я фиксировал с помощью Honor Band 5, Mi Band 4 и встроенным в Galaxy S10 Samsung Health. По версии S10 я прошел 3,44 километра и совершил 4183 шага. Расстоянию мы верим на 100%, так как прогулка фиксировалась еще и с помощью GPS. Honor Band 5 немного ошибся с расстоянием, он насчитал 2,82 километра, зато шагами оказался очень близок к реальности – 4141 шаг. Mi Band 4 почти правильно зафиксировал расстояние в 3,45 километра, но это потому, что при выборе тренировки он автоматически подтягивает GPS с телефона. А вот шагами погрешность больше – 3898 шагов. В браслетах также можно плавать, и вот как раз таки здесь Honor побеждает. Стиль он определяет правильнее, и к тому же доступен анализ по каждому заплыву, в отличие от Xiaomi. По поводу пульса. В спокойном режиме что Honor, что Xiaomi фиксирует пульс с погрешностью в 3-4 пункта. Во время тренировки, когда рука начинает потеть, значение уже начинает скакать, так что для того же бега лучше купить нагрудный датчик. При этом, в отличие от своего конкурента, Honor не показывает пульс у различных предметов, а вот браслет от Xiaomi стабильно находит пульс у куска ткани, или чехла от микрофона. Главное отличие пятого Honor – это наличие функции измерения кислорода в крови. Но функция эта есть только в китайской версии браслета, которую я и купил. Отличия от глобальной нет никакой. При первом включении нужно обновить браслет, причем 2 раза. После этого появится русский язык. Проще говоря, датчик измеряет сатурацию гемоглобина кислородом. Когда вы часто дышите, насыщение кислородом крови максимальное. Если выдохнуть и задержать дыхание, показатели снизятся. И нормальный показатель сатурации здорового человека 97-100%. Но у меня почему-то, как я дыхание не задерживал, какой-либо закономерности в показаниях не нашел. Хотя на форумах встречал отзывы, что датчик вроде рабочий. Но главный минус этой функции, даже при условии, что датчик рабочий, это что она не может работать 24/7, в отличие от медицинских пульсоксиметров. И даже если показатель снизится до критического уровня, браслет об этом никак не оповестит. Так что пойдет исключительно в образовательных целях.
Кстати, на канале сейчас проходит розыгрыш наушников Xiaomi Air 2, ссылку оставлю в описании. А также, какое совпадение, каждые 2 недели сейчас мы разыгрываем Mi Band 4. Условия простые: лайк, подписка и комментарий по теме видео. Примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире мы определяем победителя. Более подробные условия в описании. Ну а теперь продолжаем. Где Honor Band 5 точно побеждает, так это в анализе сна. В приложении «Здоровье» можно активировать опцию Huawei True Sleep, которая в своих алгоритмах учитывает еще и качество дыхания. Поэтому графики анализа сна более корректнее у Honor. К тому же он фиксирует еще и дневной сон, в отличие от Mi Band. Для многих это актуально. Еще у Band 5 также можно настроить умный будильник. Механизм у него следующий. За полчаса до назначенного времени, если ты войдешь в фазу быстрого сна, браслет тебя должен разбудить. По факту же 3 ночи подряд. Поставив будильник на 7:30 утра, именно умный. Именно в 7:30 меня Honor и будил. Особенно забавно, что последние 2 утра я сам просыпался примерно в 7:15. Да и браслет в это время фиксировал быстрый сон. А вот умный будильник не срабатывал. Ну, а у Mi Band в стандартном функционале этой функции нет вообще. По поводу уведомлений. Сообщения из мессенджеров, смс или звонки отображаются на Honor моментально. Звонки, конечно же, можно только отбить. Ответить нельзя, так как микрофона и динамика здесь нет. В памяти браслета хранится 10 последних уведомлений. При этом максимальная длина уведомления 90 символов. Минус, который я заметил, вообще не показывается приложение, от которого это уведомление пришло. Только контакт и само сообщение, что немного неудобно. Ну и по классике, если в тексте содержится смайлик, на браслет он придет в виде знака вопроса. Но я нашел решение. В Play Market ищем приложение Emoji Fixing Notification. Запускаем ее, настраиваем, и после этого смайлики будут отображаться в текстовом виде, то есть двоеточиями или скобками. И в этом же приложении можно поставить галочку, чтобы уведомление отображалось в приложении, от которого оно пришло. Но небольшой минус. Эта функция в приложении уже платная. Правда, стоит немного, я вроде 69 рублей заплатил. Конечно, удобно, но странно, что это в самом Honor не сделали изначально. И вот тут видна налицо вся разница между браслетами. Если для Mi Band 4 просто куча сторонних приложений с абсолютно разными функциями, со сторонними циферблатами, для Honor я нашел только 2 этих приложения. Ну и по поводу NFC. Бесконтактной оплаты в этих браслетах нет и не будет в принципе. NFC используется исключительно в Китае для транспортных карт. А с циферблатами на Honor Band 5 ситуация такая. Вообще в приложении «Здоровье» доступно порядка 50 циферблатов, но не для всех регионов. И в регионе Россия, как вы можете догадаться, эти циферблаты недоступны. У нас их всего штук 15. На известном форуме есть короткая инструкция по установке дополнительных циферблатов. Я ее оставлю в описании, там все достаточно легко. Но действительно полезных watchface'ов там немного. Впрочем, как и в фирменном приложении Mi Fit у Mi Band 4. Но если у браслета от Xiaomi можно через Play Market поставить абсолютно любой циферблат, в случае Honor так сделать не получится. Автономность. В Honor Band 5 установлен аккумулятор на 100 мАч, и, конечно, время работы сильно зависит от включенных функций. С подсветкой, установленной на 3 деления, включенной функцией True Sleep, одной получасовой тренировкой и отключенным мониторингом пульса, браслет за день в среднем садится на 15%. Получаем примерно 6-7 дней работы. Если все то же самое, но включить умный мониторинг пульса, браслет садится уже на 20-22% за день, то есть около 4-5 дней работы. И это немного. Автономность Mi Band 4 выше. Без измерения пульса он работает в районе 20 дней и порядка 10 дней с ежеминутным измерением пульса. Давайте подведем итог. Honor Band 5 лучше измеряет сон, вроде как умеет измерять насыщенность кислородом крови, но и больше подходит в режиме тренировок в бассейне. Mi Band 4 имеет лучшую автономность и поддерживает больше сторонних приложений с расширением базового функционала. Оба браслета на самом деле за свои деньги более чем достойные, так что тут все зависит скорее от ваших личных предпочтений и потребностей. Но если говорить про меня, то мне, наверное, как-то Mi Band 4 все-таки ближе. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. Ну и пиши в комментарии, а какой браслет выбираешь ты. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.